Энтузиасты, приветствую вас на канале. У нас тут грядет небольшая коррекция на крипторынке. Конечно же, это, не очень хорошо, душевно. А так, то все, в принципе, нормально, потому как рынок был перегрет и нужна коррекция. Но есть некоторые события, которые очень сильно ставят под сомнение дальнейший альтсезон. У нас отток капитала с биткоина, отток капитала с эфириума. Рынок пока удерживают, не роняют. Был у нас знатный рост. Мы на протяжении полторы недели неплохо таки росли. Весь май у нас был рост и половина апреля. Довольно-таки неплохо. Если посмотреть по притоку капитала, то у нас второй квартал довольно-таки неплохой, 2025 года. Мы видим второй квартал 25%, по эфириуму 43%. Дай бог у нас второй и третий квартал будут положительные, ну а четвертый это уже такое, можно погрузиться, конечно же, и на медвежку. Если посмотреть на месяцы, у нас апрель 14%, май 10%. Вчера еще было в мае 15% движения, ну с учетом этой коррекции немножко подсдули. Вот июнь, он довольно-таки не очень хороший для биткоина. В июне всегда происходит какое-то коррекционное движение. Июль, дальше идет положительный. Август тоже такой себе не ахти. Тут уже, в принципе, у нас 50 на 50. Даже чуть более коррекционный, чем положительный. И в принципе что? Может быть такое, что у нас все-таки будет здесь отскок, как и происходило это все буквально в ноябре-декабре 2024 года. А в дальнейшем у нас будет падение. Посмотрим. В принципе, отскоком попахивает, потому как у нас очень быстро начали закрываться лонги на битке. Если мы посмотрим это все вот так вот дело на дневке, ну вот смотрите, у нас просто идет падение. Биток не растет, идет в коррекцию и быстро закрываются лонги. Буквально вот последний период времени. Биточек наш родненький биточек наш, он стоит в диапазоне 103 тысячи долларов, а лонги просто-напросто закрываются. По эфириуму видно то, что здесь был знатный рост, все это дело остановилось, у нас здесь сильнейший блок сопротивления. Здесь огромнейший блок сопротивления, мы в этом блоке ходим даже, ходили даже в 2021 году. И тут, в принципе, что? Должны произойти еще какие-то события по эфириуму, чтобы у нас была еще одна волна роста в диапазон, 3200 хотя бы, чтобы мы пробили. А тут у нас, конечно же, есть и гэп. От 3200 до 3800 там есть гэп, мы его можем, конечно, проторговать. Эфир у нас берет эстафету по поводу объемов торгов. Сейчас у нас более 1,5 миллиарда это по битку, а тут по эфириуму 1 миллиард 800 по эфириуму объем торгов. И что у нас по самому битку? По самому битку, в принципе, ситуация здесь у нас неплохая. Мы подошли к вершине и будем ее штормовать. Но штурм вершины у нас может произойти, конечно же, не очень быстро. Недельку-полторы они могут помурыжить. Нам нужно вспомнить, как это здесь вот был боковик в апреле. С 10 апреля мы здесь стояли в боковике. Потом стояли в боковике буквально с 20 чисел в апреле. И можем опять же здесь стоять в боковике, вплоть даже до 20 мая. Сегодня у нас знаменательное событие происходит в мире. И посмотрим, будет ли это триггером для дальнейшего роста или нет. А что у нас произойдет, мы узнаем только, по всей видимости, завтра. Вот. Итак, биток стоит у вершины. Здесь осталось недолго пробить вершину. Буквально, смотрите, 6-7% для битка это же, конечно же, ни о чем. Ему буквально вот такое движение сделать, как он сделал несколько дней тому назад. Здесь у нас движение было на 7%. На 7% движения, и мы пробиваем вершину. И важно, конечно же, закрепиться выше этой вершины, чтобы мы вот здесь вот закрепились. Потом, конечно же, все опять подумают, что этот скок дохлой кошки. Начнут шортить это все дело. И, дай бог, мы увидим еще один импульс роста. По рынку глобально биток идет к завершению уже по росту, потому как мы уже, смотрите, сделали сколько волн роста. Тут у нас получается одна волна роста,
потом была коррекционная, вторая волна роста, коррекционная, пятая волна роста, но она самая заключительная. Она заключительная, она самая длинная и может быть даже в диапазон 150 тысяч долларов, может быть 130 тысяч долларов. Но я в принципе не верю, что у нас пятая волна роста закончилась в диапазоне 108 тысяч долларов. Я в принципе предполагаю, что у нас будет где-то там в диапазоне 130 тысяч долларов. И в пятой волне есть много еще и коррекционных волн. Вот что. Глобально, конечно же, рынок уже подходит к своему завершению. И это видно даже вот по метрики Stock to Flow, что уже здесь мы уже подходим к желтой зоне, а это зона перегретости. И, конечно же, все зависит от биткоина. Если, конечно, биток будет дальше расти, то мы с вами увидим и движение по эфириуму. Одно только смущает то, что очень быстро начинают закрывать здесь лонги по битку, но особо волноваться не будем. Мы это все дело увидим уже, конечно же, постфактум. Если быстро закроются лонги, то у нас образовался перед летом отскок. Придется покинуть рынок, потом нужно будет искать точку перезахода. Я лично буду фиксировать прибыль и буду перезаходить. Искать новую точку перезахода, сидеть в рынке, холдить, переливаться в какие-то другие активы я не собираюсь. Здесь у нас осталось еще недолго. Осталось буквально 12% лонгов, а если посмотреть глобально на лонги биткоина, то тут в принципе нужно будет паниковать только тогда, когда мы опустимся ниже, чем 25%. Пока мне здесь паниковать не нужно. Лонги могут как и закрывать, так и открывать. Вот допустим у нас вот здесь вот было знатное падение, потом опять начали набирать лонги. Локально мы видим то, что после сильнейшего падения был набор. И здесь была коррекция. Мало ли, вот здесь вот опять начнется набор лонгов, и мы будем здесь по графику расти. В принципе, вот так вот. Доминация биткоина у нас тоже в этот момент реагирует. И мы видим здесь рост доминации биткоина. И в этот момент, конечно же, альткоины терпят свое движение восходящее, и по всей видимости нету у нас особо такого хорошего притока капитала в рынок, и крупный игрок переливается из альты в биток, с битка в альту, и такими чуть ли не сказал матом, манипуляциями, махинациями он, конечно же, удерживает рынок. Нету еще того притока капитала. У нас очень сильнейший был приток капитала буквально с середины 23 года по март 24 года. Там была просто параболическая фаза роста по тоталу, и мы неплохо росли. По доминации битка видим то, что у нас здесь идет такой себе распил. Мы пробили блок поддержки, еще один блок поддержки мы пробили. Его пока мы удерживаем. И есть сильнейший блок поддержки в диапазоне 61%. Вот этот вот шикарнейший блок поддержки мы тоже можем пробить. Если посмотреть на недельки, то у нас здесь ситуация похожая, как это было, допустим, осенью 2024 года. Вторая неделя падения, правда это все происходит с фитилями. Здесь у нас аналогичная ситуация была, здесь у нас тоже в принципе был фитиль, потом следующая неделя сильнейшее поглощение и еще одна неделя. Май месяц будет очень, конечно же, таким информативным, и мы с вами поймем, куда будет идти рынок. Если мы с вами буквально хотя бы в мае пробиваем 60% по доминации битка, и не делаем дальнейшего разворота, то можно предположить, что у нас все-таки будет здесь боковик по доминации и дальнейшее опять снижение. Будем на это, конечно же, надеяться. Что по DXY? У нас здесь локально формируется медвежий флаг. Мы его с вами видим. Мы еще до сих пор не вышли с этого канала. И есть у нас здесь флагшток. Вот такой вот у нас флагшток. И может быть такое, что у нас будет еще движение по DXY, ну, в принципе, вот эту вот зону вот этого вот диапазона. Все быстро у нас здесь не происходит. Я, в принципе, думал, что по DXY мы шлепнемся сюда уже где-то в конце мая, но видно, что здесь растягивают все это дело. И мы подходим к нижней части канала. Посмотрим.
Будет ли у нас здесь заключительная фаза падения по DXY? Если бы она у нас произошла, это тоже было бы очень положительно. Но глобально у нас доллар, конечно же, очень сильно ослабел. А рынок еще не полностью отыграл на вот это вот движение по поводу бакса. В принципе, вот так вот. Индикатор альтсезона глобальный нам показывает то, что у нас здесь рисуют они нисходящий клин, и этот нисходящий клин может, ну, отработать довольно-таки неплохо в нашу сторону. Клин обычно пробивается в верхнюю часть канала. Вот так вот мы это все дело отрисуем. Здесь у нас присутствует клин. И есть здесь канал. И в принципе мы можем по индикатору альтсезона сходить в верхнюю часть. И это было бы просто замечательно. Если посмотреть на среднесрочный индикатор альтсезона, то у нас уже здесь происходит альтсезон. Ну, ситуация похожая, как было, вот смотрите, в декабре 2024 года. Если посмотреть на глобальный индикатор, то здесь особо такого крупного движения не произошло, только формируется этот клин, и до выхода еще очень далеко. Есть еще у нас вот такой вот индикатор, который двигается между циклами, можно так сказать. Тоже здесь было движение январь 24 год и март 24 год, и вот у нас декабрь 24 год. Также у нас здесь было движение в сентябре 22 года. Ну, тут особо никаких движений не происходит. Приток капитала у нас не очень такие мощный, слабенький, конечно. У нас на данный момент будут происходить разлоки. На этой неделе сильнейшие разлоки по монеткам, таким как Whitebit, Arbitrum, там писал я в телеграм-канале. И они могут, конечно же, дать небольшую коррекцию. Это будет не очень хорошо. Конечно же, для долгосрочников это будет не очень хорошо, для тех, кто хочет зайти в рынок, это будет хорошая точка входа. Ну, правда, по монетке Whitebit тут не очень хорошая точка входа, тут уже колоссальнейшие иксы, около 10 иксов, там входить, я уже думаю, некуда. По Арбитруму 42 цента, Атом 5 долларов, ВЛД $1.24, Фарткоин, ну, так себе. Nero у нас дала импульс роста. Nero у меня есть в портфеле. Посмотрим, что у нас там получится с Nero. Здесь, в принципе, на часе они формируют отскок. И все-таки на дневке был рост. Тут может произойти небольшая коррекция. Есть здесь блок сопротивления. И здесь может быть небольшая коррекция. Коррекция, если даже и будет, то к линии ПОК это диапазон там, ну, 43. Вот так вот. Я думаю, что здесь налипнет какое-то количество шортистов, потому как это себе такой вот мемкоин. Но их могут, конечно же, в дальнейшем выбрить. И Nero может сходить в диапазон листинга. Вот эту вот проторговочку мы можем сходить к прикрытию 1.0. Посмотрим, понаблюдаем, что у нас здесь произойдет. У меня по Nero бесплатные монеты. При X2 я уже забрал был вложенные средства. Nero я писал в Телеграме еще давно. Набирали эту позицию. Кто захотел, тот взял. Кто не захотел, тот, конечно же, остался за бортом. В принципе, вот так вот. На рынке у нас небольшая коррекция. И это нужно. Это нужно для того, чтобы разгрузить индикаторы. У нас сильнейшая перегретость. И при том, битку нужно набрать силу. Потому как мы подошли к важному уровню. А это у нас хай. 108 тысяч долларов, а там нужно сильнейшую силу для того, чтобы пробить. И, конечно же, положительные новости. Посмотрим, как у нас закроется эта неделя. Она должна быть мега позитивно новостная. Все у нас, я думаю, что получится. Без того, что биток уйдет на перехай, но если биточек не будет идти на перехай, мы просто с вами увидим обычный отскок по альткоинам и дальнейшее погружение. Надеемся, что у нас все будет хорошо. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока, до связи и мирного неба.